Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, милыми бывают ролики не только с котиками, но и с нашими лучшими друзьями – собаками. Среди них, конечно, есть и грозные волкодавы, и няшные корги, и очень умные бордер-колли. Для всех этих домашних и диких песиков есть специальный плейлист собаки. Ну а у нас сегодня в гостях само собачье очарование, ведь он совместил в себе и няшность, и охотничьи инстинкты, и даже ум. Встречайте английского кокер-спаниеля, породу охотничьих собак. Появилась на свет сия милота, к сожалению, не сама по себе, а путем селекции. Причем относительно недавно, в начале 19 века, когда в Англии решили вывести идеальную подружейную или подружайную охотничью породу собак. Получилось очень даже неплохо. Английский кокер-спаниель – это спортсмен, заядлый охотник и неутомимый искатель приключений, смотрящий на мир сквозь розовые очки. В прародители спаниелей записаны зольные собаки, жившие еще в бронзовом веке. Но так ли это, знают лишь наши первобытные предки. Потом история направляет нас в Европу, но куда именно, не совсем понятно. По одной теории, в старину французы знали хвостатых эспаниель, что в переводе означает «испанская собака». Другая же версия гласит, что длинноухие охотники проживали в древней Финикии, восточная часть европейского континента. У финикийцев было слово «спани» – кролик, но и французов со своей испанской теорией и древних соседей израильтян заткнули за пояс англичане, объявив на весь мир, что спаниели – это исконно английские охотничьи собаки. Ведь спен спейн – высоко прыгающий, а кокер – это сокращение от слова woodcock – вальдшнеп, а все остальное было давно и неправда. Англичане даже закрыли глаза на древнегреческие фрески, документально зафиксировавшие наличие в Средиземноморье собак с длинными ушами. Жили спаниели на берегах Туманного Альбиона и не тужили, несмотря на межнациональные распри по поводу их происхождения. Самых крупных песиков записывали в спрингеры, щеночков помельче в клан филдов, а их недоросших собратьев в кокеры. Ушастые ребята ходили на пернатую дичь и некрупную живность. Вскоре они прославились отменным охотничьим инстинктом. Правда, зайцы, лисы и солидная птица доставались крепышам спрингерам и филд-спаниелям. Ну а кокеров ждала участь охотиться на того самого вальдшнепа – серо-бурую пташку с длинным носом. Пресловутый вальдшнеп мастерски маскируется в пожухлой траве и фиксирует малейшие движения в радиусе 360 градусов и совершенно непредсказуемо меняет траекторию полета. В соревновании человека и птицы, кто кого обхитрит и раскусит, именно кокеры склонили чашу весов в сторону бескрылых двуногих. И для этого песикам понадобились соколиное зрение, слух летучей мыши, лисья хитрость, прыгучесть кенгуру и суперобоняние слона. Не путать с обаянием. Да-да, этот лопоухий житель африканских саванн имеет самый лучший нюх. Следующий за ним, по-видимому, идет наш суперохотник кокер, который в 19 веке вполне заслуженно стал хвостатым символом Англии. К началу столетия на собачьем подиуме заблистали американские кокеры. Вывели этих хвостатиков из наших старых и добрых кокер-англичан. Вот только американцы получились просто гламурненькими баловнями
судьбы, без намека на рабочие качества. Бесчисленную братью спаниелей нужно было как-то стандартизировать. Спрингеров признали в конце 19 века, а в 1963-м англичане сподобились официально разделить филдов и кокеров. В 1974 году английского кокер-спаниеля признала Интернациональная федерация кинологов. В России рабочие лошадки и кокер-спаниели то взлетали на пик популярности, то падали в бездну забытья. Совсем недавно чудесных песиков можно было встретить на каждой собачьей площадке. Сейчас же они почти пропали и попали в ранг диковинных собак. Зато основная масса владельцев породы – это заядлые охотники. Получается, что кокеры живут в собственном собачьем раю. Любимый хозяин, дружная семья и, конечно же, азартная охота. Для стандартного английского кокер-спаниеля характерен кобби-тип. Это крепкое телосложение, короткая спина и сильные ноги. По сравнению с декоративно утонченным американцем, англичанин выглядит более массивно, но его движения очень грациозны. А что же с характером у нашего охотничьего подружайки? Англичанин только на фото выглядит чинно и благородно. В реальной же жизни милашка-кокер тот еще ягоза и шалунишка. Вкупе с его дружелюбным характером и любвеобильностью это выглядит очень забавно и умилительно. Но не надейтесь, что все члены семьи будут помыкать этим малышом. Кокер по-настоящему привязывается только к одному члену семьи. Если не вожак разрешит заставить его выполнить команду, пёсель сымитирует такое отсутствие даже малейшего понимания, что ненароком подумаешь: а если в этой собаке хоть немного ума? Ум есть и с лихвой, и в придачу столько же хитропопости, спрятанной за добрыми глазками. Свою смекалку песик не держит камешком за пазухой, готовя коварные сюрпризы и мстю. Свою смекалку он хранит для отдельных случаев. Ну а в обыденной жизни этот весельчак рад всем и вся, но не стоит забывать про семейную иерархию. И в собачьем понимании дети стоят на низшей ступени, поэтому их можно одернуть за штанину, стырить из-под носа игрушку и иногда в шутку прикусить. Спаниель, как заводная игрушка, обожает скакать и прыгать. Просто он прекрасно помнит, как виртуозно он вытворял разные па, ставя вальдшнепов на крыло. То же самое он продемонстрирует и вам, если в доме живет попугайчик или на балкон присела залетная птаха. Ну, еще может не поздоровиться грызунам. Зато кошки и другие собакины для спаниеля лучшие друзья. Выйдя на улицу, кокер утыкается своим пятачком в землю и исследует все запахи окружающего мира. Как и любой охотник, англичанин любит рыть землю, а если он вспомнит о своей привычке дома, то прощайте новые обои. Однако, если с пеленок не позволять ему подкапывать стены, то к году малыш совершенно забудет о таком развлечении. Помимо всего прочего, в закоулках кокерской души где-то спрятался стритрейсер. Спаниели просто без ума от поездок и скорости. При езде на машине он обязательно высунет свою морду и языком будет ловить каждую струйку ветра. В дальнем походе он пробежит километры, обнюхав все встречные кусты и камни. Иногда кажется, чем больше он движется, тем больше энергии в нем становится. Своего рода батарейка на самозарядке. Лучшего соратника по путешествиям вам не найти. Английский кокер входит в топ самых сообразительных собак в мире. Уже к году он будет знать весь набор необходимых команд. Главное, нужно правильно мотивировать питомца. Самая драгоценная для него награда – вкусняшка. Ради нее он даже освоит уроки актерского мастерства. Единственное,
Единственное, с чем вряд ли справится даже самый строгий воспитатель-хозяин, так это с привычкой спаниеля лаять по поводу и просто так. А еще он имеет тягу подбирать на улице всякую бяку. Английский спаниель точно не подойдет ленивым людям. Если пес один денек и сможет обойтись без 2-3-часовой прогулки, то его шерсть придется расчесывать и убирать с дивана ежедневно. Кокер достаточно обильно линяет почти круглый год. К тому же на прогулках этот любитель побрызгаться не пропустит ни одной лужи и прорыщет по всем кустам в округе. От таких собачьих удовольствий шерсть скатывается в колтуны. Кокеры не слишком разборчивы в еде, но это не совсем плюс. Главное, чтобы этой самой еды было побольше. Если с детства откармливать малыша, как бабушка своих городских внуков, да еще и потакать его попрошайничеству, вырастет обжорка, жиромясокомбинат. Если вы не собираетесь через пару лет оставлять в ветлечебнице целое состояние и при этом смотреть на страдания больного питомца, берите себя в руки и изо всех сил сопротивляйтесь мимимишности просящего кусочек колбаски кокера. Изучайте правила здорового собачьего питания. С каждым лишним килограммом у англичанина портится характер. Очень скоро он может докатиться до истерик. За своей улыбкой англичанин прячет тонкую душевную организацию. Он, конечно, не станет обижаться по мелочам, но тотальный игнор и тем более физические наказания не пройдут вам даром. Малыш потеряет свое «я», замкнется и постепенно превратится в трусишку или агрессора. Не оставляйте его надолго в одиночестве, иначе он драматично завоет и начнет пакостить. Только при должном внимании спаниельчик вырастет нежным другом. А вам нравятся английские кокер-спаниели? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!